两位，有什么事不能好好说吗？ Сяо Янь вместе с Яо Лао прибыл в древний клан Яо, где столкнулся с враждебностью и насмешками. Он решил проучить как старейшину Яо Вангуя, так и его приспешников. Он щедро раздавал пощечины и шлепки всем им. Кстати, сила Сяо Яня тогда была святой 5 звезд, даже сильнее Яо Вангуя, что на 4-й звезде Даошен. Когда они почти вступили в битву, но прибыли старейшины клана Яо и сам глава. Сяо Янь требовал извинений у Яо Вангуя, что оскорбил его учителя несколько раз. Как же отреагировал этот старик? Яо Вангуй был высокомерен. Его статус стоял во много раз выше, чем статус Яо Ченя. Как он мог принести ему извинения перед столькими людьми? Некоторые старейшины, зная характер Яо Вангуя, сказали: «Сяо Янь, старейшина Вангуй, может, и виноват в возникшей проблеме, но ты уже навредил стольким людям, ты уже дал волю своей ярости, почему бы тебе не уступить?» Сяо Янь медленно покачал головой. Члены клана Яо чрезвычайно гордые личности. На их фоне члены клана Гу еще хорошо воспитаны. Сяо Янь ненавидел презрительные поступки и провокацию. Раз он решил избавиться от оскорблений подобного рода, то единственное решение заключалось в устранении тех людей, кто не умеет себя вести. И самый действенный в этой ситуации метод – самый варварский. Он изобьет их до такого состояния, что они побоятся в следующий раз открывать свой рот. Спокойный голос Сяо Яня заставил измениться в лице Яо Вангуя и старейшин в небе. «Если ты не желаешь, мне придется тебя заставить». И прежде чем они успели что-то сказать, Сяо Янь обратился лучом света и устремился на Яо Вангуя. «Сяо Янь, прекрати!» Многие старейшины клана Яо тут же воскликнули, но прежде чем они сумели вмешаться, из тела Сяо Яня вырвался розовый свет. Он превратился в огненного ребенка, который воспарил в небе. Тот открыл свой рот, высвобождая ужасающее розовое пламя. Сила уничтожения вынудила старейшин шокированно отступить. Среди них было достаточно много опытных старцев, поэтому некоторые ошеломленно воскликнули: «Очищающее пламя демонического лотоса!» Пока старейшина развлекала малышка Юи, Сяо Янь уже возник прямо перед Яо Вангуем. Его палец устремился к старику. «Сяо Янь, стой!» Когда Сяо Янь направил атаку на Яо Вангуя, старческий крик раздался над площадью. Все изумленно уставились на сгусток облаков со стороны вершины горы. Вскоре им на глаза показался старик с красными волосами. «Великий старейшина Ваньхо!» Последовали ошеломленные вопли. Никто не ожидал, что даже этот человек вмешается. «Святой 6 звезд?» — нахмурился Сяо Янь, увидев этого старика. Он смотрел на Яо Вангуя перед собой, на лице которого вспыхнула радость. Но Сяо Янь не дрогнул и не собирался отступать даже в виду святого 6 звезд. Его глаза налились льдом, атака не ослабла. Острый ветер понесся в сторону Яо Вангуя. «Мелкий ублюдок, ты думаешь, что я боюсь тебя?» Яо Вангуй разозлился, когда увидел, что Сяо Янь продолжил атаку. Дао Ци вырвалась из его тела. Древняя желтая энергетическая рука понеслась в сторону Сяо Яня. «Иссохшая длань славы!» Сяо Янь устремил свою ладонь прямо на несущуюся в его сторону ладонь старика. Взрыв причинил пронзительную боль Яо Вангую. Он получил в итоге удар, а на его ладони образовалась кровавая дыра. Пострадав, он отступил назад, а когда сумел вернуть себе равновесие, его вырвало кровью. «Я убью тебя!» Глаза Яо Вангуя налились кровью, когда он потерпел поражение от одного единственного удара. Он свирепо взревел и, оттолкнувшись от земли, в мгновение ока появился перед Сяо Янем, выбросив на него горсть белого порошка. Этот порошок оказался очень опасным ядом, но в тот же миг в его сторону устремилась рука, окутанная розовым пламенем. «Сяо Янь!» На лице старика Ваньхо с красными волосами вспыхнула ярость, когда он увидел такую картину. Он не ожидал, что Сяо Янь полностью проигнорирует даже его слова, поэтому сжал руку. Пламенно-красная Дао Ци тут же собралась на его ладони. В мгновение ока его Дао Ци преобразовалась в копье громадных размеров, которое он решительно направил в сторону Сяо Яня.
Сяо Янь топнул по земле, и из-под нее вырвался столб магмы, который попросту разрушил копье пламени. Однако старик уже успел приблизиться, пока Сяо Янь сокрушал его атаку. Он увидел, что Сяо Янь почти настиг Яо Вангуя. Не говоря лишних слов, он направил на Сяо Яня удар ладонью. Скорость удара оказалась такой, что хлынули страшные пространственные колебания. Выражение Сяо Яня оставалось ледяным, пока Яо Вангуй пытался избежать его хватки. Он бросил краем глаза взгляд на старика Ваньхо, щелкнул пальцем, и марионетка, черная фигура, возникла за его спиной. Следом она выставила свои руки вперед и столкнулась со стариком. Оба противника отступили на пару шагов. Пока за его спиной бушевало столкновение, Сяо Янь пристально смотрел на Яо Вангуя. Он вытянул руку чуть дальше и схватил того за горло. Хлынула огромная сила, заставившая Яо Вангуя побледнеть и ужаснуться. Все на площади задержали дыхание, когда увидели, что Яо Вангуй, как дохлая рыба, барахтается перед Сяо Янем, пытаясь вырваться. Этот паренек слишком решителен. Даже объединенная сила стольких старейшин не сумела его задержать. «Сяо Янь! Это клан Яо!» Рыжеволосый старик яростно смотрел на Сяо Яня, наблюдая, как Яо Вангуй изо всех сил борется с парнем. Сяо Янь уважительно ответил: «Старейшины, я не собираюсь причинять вам неприятности во время пребывания в клане Яо. Однако, если кто-то издевается над моим учителем или мной, я не буду просто стоять и смотреть». Сяо Янь ледяными глазами смотрел на шокированного Яо Вангуя. Малышка Юй тем временем приземлилась ему на плечо, очищающее пламя лотоса окружило его, и ужасающая жара распространилась вокруг. Это немного испугало остальных. Старейшина Ваньхо был чрезвычайно силен и обладал истинной силой Святого Шести Звезд. Только марионетка Северный Король смогла заблокировать его. «Этот Сяо Янь действительно оправдывает свое имя. Несмотря на свою молодость, он уже обладает такой силой». Старейшина Ваньхо спросил во второй раз: «Сяо Янь, сегодня важный день для моего клана Яо. Если тебя каким-то образом Яо Вангуй обидел, можешь ли ты все-таки отпустить его?» Окружающие люди были поражены, услышав гораздо более мягкий тон старейшины Ваньхо. Они не ожидали, что Святой Шести Звезд не сможет построить Сяо Яня. Некоторые старейшины были против этого, но старейшина Ваньхо яростно упрекнул их: «Закройте рты, я знаю, что делаю». Другие люди, возможно, не видели этого, но он ясно понимал, что даже если бы он сделал шаг, ему было бы трудно получить преимущество против Сяо Яня с маленькой Юи и этой марионеткой. Да, все-таки сила Сяо Яня заставила других уважать его, как это и положено на континенте Доуци. За исключением главы клана никто не мог превзойти положение Ваньхо, поэтому все старейшины замолкли. Сяо Янь также был удивлен, но обратился к учителю. Он перевел взгляд на Яо Лао, очевидно, намеревался выслушать мнение своего учителя. Все также посмотрели на Яо Лао. Что он решил? «Поскольку старейшина Ваньхо лично проявил инициативу, мы бы действительно вели себя слишком высокомерно, если бы продолжили». Довольно спокойно начал говорить Яо Лао. Он знал, что сейчас невозможно будет убить Яо Вангуя. В конце концов, клан Яо определенно не будет сидеть сложа руки и ничего не делать. Поскольку старейшина Ваньхо просил уважительно, в любом случае он уже добился желаемого. Старейшина Ваньхо облегченно вздохнул, услышав слова Яо Лао. Он никогда не ожидал, что этот отвергнутый человек действительно совершит такие достижения. Он не только вошел в царство святых, он даже научил всему ученика, который превзошел его самого. По сравнению с его учеником, гении клана Яо считались мусором. «Если бы я тогда уделил немного больше внимания, нынешняя ситуация, возможно, была бы совершенно иной», — вздохнул в своем сердце старейшина Ваньхо. Если бы клан уделял немного больше внимания Яо Лао, то, скорее всего, связь между Альянсом Небесного Дворца и кланом Яо могла оказаться довольно неплохой. Как жаль. Да, как видим, Яо Лао решил на этом остановиться, при этом все равно преподав мощный урок Яо Вангую. Как только Яо Лао закончил, Сяо Янь кивнул, его глаза равнодушно смотрели на Яо Вангуя, чью шею он крепко держал.
после чего сбросил его в сторону группы старейшин. «Старейшина Ваньхо, и мой учитель, и я представляем весь Альянс Небесного Дворца. Мой учитель — глава Альянса. Его статус не похож на другие, поэтому я надеюсь, что в будущем больше никто не осмелится его провоцировать. Мой Альянс, возможно, создан и не так давно, но мы не позволим никому критиковать нас». Сяо Янь повернул голову, посмотрел на старейшину Ваньхо. Он не чувствовал ни малейшего страха перед этим стариком клана Яо. С точки зрения силы он не уступал ему, поэтому Сяо Янь не проявлял большой вежливости, когда произносил эти слова. Все измерялось с точки зрения силы. Что касается главы клана Яо, то он не появился в этот момент, но наблюдал. Его зовут Яо Дань, и он сильнейший в клане Яо, святой 7 звезд. Что ж, на этом столкновение пока не закончилось. Старейшина Ваньхо искал компромисс. Какое же наказание получил старейшина Яо Вангуй от клана? Напишите в комментариях, как по-вашему стоит его наказать. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.